Что значит любить себя? Если я подхожу под стандарты, значит, я не могу говорить, что я чувствую себя некрасивой. Красота, любовь к себе — это все взаимосвязано. Но почему кто-то считается красивее, а кто-то нет? Красота субъективна? А я красивая? А я красивая? А я красивая? Hello everyone, my name is Alex. Всем привет, с вами я, Алекс. Сегодняшняя тема — это тема любви к себе, красота и книга, которую я недавно прочитала. Для меня тема красоты и любви стоит достаточно остро, как и для любой девушки. В последние года инфлюенсеры и другие компании говорят о любви к себе, навязывая нам свои товары. Но для начала я хочу сказать, что если ты действительно подходишь под стандарты красоты, то у тебя явно есть преимущество в этой жизни. Для меня любовь к себе — это автоматическая уверенность, любование своими фотографиями и отражением в зеркале, ну и заставка своего лица на телефоне. Но, как оказалось, любовь к себе — это просто уважительное отношение к себе. Относиться к своему телу и душе с заботой, перестать смотреть на себя в зеркало при стократном увлечении, а смотреть на расстояние, чтобы было видно все тело, а свое состояние определять по собственному комфорту. То есть перестань насиловать себя постоянной рефлексией и выискиванием плохих сторон. Любовь к себе — это адекватное отношение к своим поступкам и проступкам, а что касается внешности, то просто смотреть на собственный комфорт. Блогеры же, рекламируя свои товары, говорят о более внешней привлекательности. Да что там стоит недавний скандал с Korean Boutique их отвратительной рекламой. Сейчас модели популярных брендов выглядят так же, как и другие люди. Я честно не знаю, как к этому относиться. К примеру, ангелы Victoria's Secret выглядели так, словно ангел, спустившийся с небес, поражая нас своей красотой. А сейчас моделью может стать любой, абсолютно. С другой стороны, видео модели складки на животе или растяжки, ты начинаешь по-другому смотреть на свое тело. Кстати, вы не обязаны, безусловно, любить свое тело, просто уважительно относитесь к нему, заботьтесь, хорошо питайтесь, делайте 10-минутную тренировку несколько раз в неделю, ну и спать дни никому не помешают. Отстаньте от своего тела и внешности, сначала перейдите в голову и меняйте свои убеждения там, а потом уже вес на весах. Если вам вполне нравится и комфортно при таком весе, но вы все равно хотите сбросить 3 килограмма, то вперед. Только делайте это экологичным путем. Адекватная нагрузка на мышцы, здоровое и сбалансированное питание. Если вам сложно, то вы можете найти себе тренера, диетолога, ну или косметолога, ну или же самим изучать правильную технику упражнений. Но найти поддержку вы можете среди таких же людей или среди родственников, если вам повезло. Смотря на привлекательных для себя людей, мы думаем, что они должны быть уверены в себе и любить свою внешность, которая досталась им бесплатно, ну или же платно, в конце концов сейчас 21 век. Но на самом деле притягательные люди могут иметь проблемы с самооценкой, и it's okay. В ТикТоке достаточно много девушек, которые под любым видео могут написать комментарии по типу «Можете посмотреть, я красивая?» Или выставить видео, в котором будет говориться о неуверенности в себе и сомнении в своей привлекательности. На этой девушке огребают достаточно много хейта. Я думаю, что все же есть те девушки, которые просто хотят продвинуть свой аккаунт. Но я также уверена, что есть и другие девушки, которые просто сомневаются в своей привлекательности. Вообще я говорю о женском поле не просто так, потому что общество оказывает на нас особенное давление. В свои 40 мы должны выглядеть идеально, без единой морщинки. Нет ребенка в 30, иди рожай, старуха. Появились проблемы после рождения ребенка, ну а что ты хотела? Следи за собой. Также меня убивают некоторые люди, которые думают, что месячные появляются от того, что девушка просто не ухаживает за собой. Вот вам и причины для достойного полового воспитания в школе. Также я хочу сказать, что вы не привлекательны просто потому, что у вас нет денег, которые вы бы могли потратить на косметолога, диетолога, тренера в зале, ну и пластику. Помним того же Павла Дурова. Так он выглядел до, а так он выглядит сейчас. Признайте, что сейчас он выглядит действительно привлекательно. Ольга Бузова. Ну что тут сказать, так работает пластика. Сейчас я хочу перейти к книге. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. Книга о том, как крайне привлекательный мужчина начинает совершать ужасные поступки, но его вечная молодость оправдывает его грехи. Сейчас будут спойлеры, поэтому если вы не хотите их услышать, то перемотайте видео на этот тайм-код. Дориан Грей по великой случайности совершает сделку, при которой он остается вечно молодым, а его картина стареет и отражает его грехи. В порыве агрессии Грей случайно убивает художника его картины, но никто не думает, что он мог убить его. Влюбленная в по уши девушка совершает из-за прекрасного принца, который разочаровался в игре своей Джульетты. Когда ее брат хочет убить
принца за его гнусный поступок, то Дариан просит разглядеть его лицо, которое все так же молодо. По ночам Дариан переодевается в бедняка, ходит по грязным барам, публичным домам и курит. Все эти события отражаются на картине, но на Грея не следа от старости. Люди активно обсуждают его, даже избегают, но никто не верит в истинность этих слухов. Красота – разновидность таланта, более того, она превыше таланта, поскольку не нуждается в разъяснении. Такова одна из величайших данностей этого мира, как и солнечный свет, весна или отражение в темных водах серебряной скорлупки, которую мы называем луной. Красота не подлежит сомнению, ей присуще священное право всевластия, она делает своих обладателей королями. Улыбайтесь, утратив красоту, улыбаться вы перестанете. Некоторые утверждают, что красота поверхностна. Может быть и так, однако она не насколько поверхностна, как и мысль. На мой взгляд, красота – чудо из чудес. По внешности не судят лишь люди ограниченные. Истинную тайну этого мира хранит видимое, а не скрытое. Да, мистер Грей, боги одарили вас щедро. Впрочем, они могут быстро отобрать свои дары. У вас всего несколько лет, чтобы пожить полной жизнью. Когда пройдет юность, она уведет с собой и красоту, и вы внезапно обнаружите, что побед у вас не осталось. Либо же вам придется удовольствоваться теми скудными победами прошлого, которые ваша память сделает куда более горькими, чем поражение. На подобные выходки он, разумеется, не обращал ни малейшего внимания, ведь, по мнению большинства, его непритворная жизнерадостность, прелестная мальчишеская улыбка и безграничное очарование юности были достойным ответом на любые клеветнические измышления, как называли их симпатизирующие Дариану люди. «Никогда не подниму его против красоты», — сказал он, делая галантный жест. «В этом-то ваша ошибка, Гарри, уж поверьте. Красоту вы цените слишком высоко. Как можно так говорить? Право слово, лучше быть красивым, чем добродетельным. С другой стороны, я как никто готов признать, что куда лучше быть добродетельным, чем невзрачным». «Выводит невзрачность один из 7 смертных грехов?» – удивилась герцогиня. «Вы ведь только что приравнивали к ним красоту орхидей». «Нет, Гладис, невзрачность – одна из 7 смертных добродетелей. Вы, как истинная Тори, не имеете права их недооценивать. Пиво, Библия и 7 смертных добродетелей сделали нашу Англию тем, что она есть». Трагедия старости не в том, что ты стар, а в том, что ты по-прежнему молод духом. Поменяться бы с тобой местами, Дариан. Свет осуждает нас обоих, но перед тобой он еще и преклоняется. И всегда будет преклоняться. Мир уже не тот, потому что тело твое из слоновой кости и злата, изгибы губ твоих творят историю. Фраза всплыла в памяти. Дариан повторял ее снова и снова. Вдруг собственная красота сделалась ему ненавистна. Он швырнул зеркало на пол и раздавил каблуком серебряные осколки. Его погубила красота, красота и юность, которую он возжелал сохранить навечно. Если бы не они, его жизнь могла бы остаться незапятнанной. Красота была лишь маской, юность – издевкой. Да что такое юность вообще? Зеленая незрелая пора, время бездумных порывов и нездоровых фантазий. Зачем он столько лет носил ее ливрею? Юность его и погубила. И считаю, что в этом видео у каждого должны быть свои выводы. На этом я хочу закончить. Спасибо большое, что смотрели это видео. Всем добра